Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомитовод и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре тяжелый танк Великобритании Black Prince 7 левела, проходная прокачиваемая ветка. Вот. Это Черчилль-подобная машина, да, еще со времен Первой мировой войны, корпус в кавычках. Вот. И давайте разбираться, хорош ли этот танк или плохо. И начнем мы, конечно, с бронирования. Погнали. Итак, вот коллижн модель нашего Black Prince. Ну и давайте по порядку. НЛД у нас 139 фактического бронирования в приведенке 146. И как для 7 уровня это много. Это много. Но вас сюда будут пробивать. Но в сравнении с другими тяжами это крепкая НЛД. В ЛД у нас 57 мм, но под сумасшедшим рикошетным углом. И, соответственно, в приведенке пишет 151 мм бронирования. И система пишет рикошет. Подбашенная рубка 152,4. Она под прямым углом. И, соответственно, в приведенке то ровно такое же бронирование. Да, много ли это, мало? Ну, вы должны понимать, что это анти-СТ НЛД, анти-СТ подбашенная рубка. Тяжелые танки вас сюда будут рвать даже обычными снарядами. Я уже молчу про голду. Вот. Теперь касаемо башни. Основные вот эти вот щеки, давайте с них начнем. Они под хорошим углом, там 152 мм, в приведенке 227. Это крепко. Это очень крепко. А даже, не знаю, там для каких-то восьмерок будет сложно пробивать. У которых брони пробить, конечно же, меньше на основном снаряде. Верхняя планочка 280. Вот это, да, верхняя часть 260. Так, давайте правильно поставим. 240. 500 вверху, здесь 276, где как, вот на изгибах 500, 270, это тоже очень крепко. Маска орудия, она здесь очень много групп брони, ну давайте смотреть, 258, 240, 480, 550, как маска орудия очень крепкая. Нижняя вот эта часть, планочка под маской орудия, тоже достаточно крепкая, 500, 500, 270, 300, ну, короче, не пробить. Есть лючок у нас. Вот лючок, он, правда, не такой высокий, но все равно есть 97 миллиметров, слабенький. Вот эти щеки 350, 400, сюда стрелять тоже только умалишенный будет. Боковое бронирование 95, 85 у нас борт над гусеницами. И это говорит о том, он прямой, говорит о том, что... Так, сейчас поставим правильно. Вот. Попробуйте пробить. Через каток бьется, да? Вот через каток бьется, кстати говоря. Вот в этой части. Да, через каток бьется. Все, запомнили, убивать его нужно в каток. Вот такое вот бронирование. Соответственно, видите, в лоб спокойно стреляйте в подбашенную рубку, либо в НЛД. Если он все это дело спрятал, пытайтесь убить в лючок. Все остальные места у вас большие шансы не пробить этот танк вообще. Только лючок. Вот, от борта станкует, ловите каток. Пушки у нас 2 7 уровня, сток и топ. Альфа чуть больше и пробитие на основном снаряде здесь тоже побольше. Голда поменьше, по-моему, не, и голда больше. Все. Вот, 5 секунд, давайте топовую сразу рассматривать. Про сток я сейчас вам скажу. Вот, топовая пушка 5 секунд заряжается. Невероятная точность 0,34. Время сведения комфортное 2,3 секунды. ДПМ 1800. Супер пушка, на ней нужно катать. Но и на этой пушке, по сути, в 4 секунды заряжается. Тоже можно играть на 7 уровне вот с таким пробитием. Такая же точность, все такое же, но даже ДПМ повыше. Поэтому рваться на топовую пушку свободным опытом не стоит. Всем рекомендую на всех типах танка качать топовую рацию. Здесь у нас дальность связи 450, здесь у нас дальность связи 700, почти в 2 раза больше. Мы тяжелый, медленный очень танк, конечно же топовый двигатель. 350 лошадей, здесь у нас 600, как минимум 40%, до 40% подвижности вам топовый двигатель даст. То есть, ну, вот также топовый ходовой. 20 градусов в секунду поворачиваем, здесь 18. Качаете следующим. Сначала качаете на этом танке двигатель, потом качаете
пушку, потом ходовую и только потом качаете рации. По полевой модернизации. Я только начал ее проходить, ну давайте разбираться вместе. Во втором блоке вездеходную ходовую. В четвертом блоке открываем огневую мощь, смотрим. Время сведения комфортное, можно повысить точность, потому что время сведения и без того нормальное. Вот. И звукоизоляцию мы медленные, мы цель для арты, и в нас постоянно арта будет шмалять, обязательно ставьте звукоизоляцию. По оборудованию. Мы медленный тяжелый танк, нам нельзя часто вставать на гусеницу, поэтому ДИХП нам надо прибавить, у нас арта будет целить, ставим улучшенную закалку. Для большего ДПМ ставим обязательно досел, ну и поскольку мы медленные, ставим турбину, это даже не обсуждается, только такой комплект оборудования. По снарядам. ББХ, основной снаряд летит 884, не так уж и быстро, но сойдет. Вот. А голда подкола летит быстро, 1105 метров. По снаряжению стандартный комплект, ремка, аптечка, огнетушитель автоматический, я поставил доп, паёк себе позволил. Вот. Экипаж большой, 5 членов экипажа, перки вы сейчас перед собой видите. По пушке УВН у нас комфортный, минус 8, да, вполне себе. Вот. По ХП запас прочности, как для семерки, у нас колоссальный, 1620. По мобильности все плохо. Даже с турбиной мы едем всего лишь 24 вперед, а вот 14 назад откатываемся. Это здорово. Почти 13 лошадей на тонну, удельная мощность. По обзору 409 метров, стандартный параметр для тяжелых танков на 7 уровне. Вот. По плюсам и минусам машины. А танк большой, и это минус. В нас удобно стрелять не только танком, а самое главное арте. Арте у нас удобно стрелять. По подвижности это жирный минус, танк не едет ни хрена от слова совсем, и это как раз не позволяет в боях вам порой много настреливать, когда у противника турбослив. Вот, вы не успеваете банально за своими союзниками, и это жирный минус. По обзору все стандарт, ни плюс, ни минус. Вот, по пушке. Пушка плюс, как для 7 уровня, да, альфа не самая жирная, но хорошее уверенное пробитие, точная пушка, сумасшедший КД. Вы даже иногда на гусеницах танки будете держать и не давать им будете починиться и отъехать. Это плюс. Предлагаю уже отправляться в бой на Black Prince, давайте поглядим, что он там может в современном рендере. Погнали. На Энск попали. Попали к 8 левелам. Круто. Сейчас мы тут выгребать будем. У нас обзор боем Black Prince 7 левела. Тяжелый танк Великобритании. Проходная прокачанная ветка. Включаем голду, но это бесполезно все. Потому что, ну, извините, мы к 8 залетели. И здесь мы будем вынуждены в упор перестреливаться. Вот интересно, что я вообще могу сделать 703-му, да? Бонус код у них 8 левела. Бронированный. Ну, сейчас что-нибудь будем делать. От борта пытаться, да. Едем в гущу событий, проверяем танк в упор против 8. Кинг-тигр захваченный. Мощи. Пробили в пулеметку его, да? Танканули от борта. Ну, ББшкой надо делать.
Дали пробитие. Слушайте, ну победа тут. Все норм. Ребята, потный боец с 8-ками. Ну, у нас победа. Ну, я даже не успею доехать, его сейчас сожрут. Все. Ну, блин. В упор, Энск, маленькая карта. 1300 мы дали в бою против 8-ок, еще и выжили. Вот такой это Black Prince. Можно иногда и на 7-ках воевать с 8-ками. Да, это было жестоко. Ладно, он чем-то напоминает по геймплею этот Black Prince Черчилль 3, по сути, да. Геймплей медленный, точная пробивная пушка, пусть и с небольшой альфой, но что-то на нем можно делать. Да, мы не в топе по урону, у нас вся команда неплохо отыграла, но все равно. Как по танку, конечно, он не соответствует современному уровню игры, даже на 7-м, потому что очень медленный, и это зачастую вам будет мешать активно помогать вашей команде, настреливать много дамага в сливных боях у противников турбосливых, и поэтому средух на нем держать будет достаточно сложно. Ребят, пишите в комментариях, у кого есть Black Prince, как он вам как танк вообще. Какое вы на него ставите оборудование? Вот. Мы по 5-бальной системе ему ставим тройку, но больше он не заслуживает. Тяжело на нем играть современный рейд, на мой взгляд. Вот. Ставьте лайкосы, подписывайтесь на канал. А я вам говорю, до скорых встреч. Пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.